Итак, наступил второй день, Пасха готова. Всем привет, друзья! Сегодня у нас с вами будет новый рецепт. Будем готовить очень вкусную творожную пасху, но она будет не обычная, она будет мраморная. Как сделать мраморную пасху? Нужно добавить в нее шоколад, поэтому она будет наполовину шоколадная. Получается очень вкусно и очень красиво. Поэтому ставьте лайк на это видео, подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Меня это очень мотивирует снимать для вас новые ролики. И давайте начинать. Так, первое, что мы будем с вами делать, это берем глубокую миску, и в ней мы смешиваем желток, тут 3 желтка. Ну, из белка можно что-то сделать, да, или пожарить яичницу из белка, или сделать безе, меренгу. Так, высыпаем сюда сахар. И все это мы теперь блендером смешиваем хорошо, такую легкую пену. Вот такая посветлевшая масса получилась. Посмотрите. Так, и теперь мы сюда добавляем сметану. Сметана должна быть очень хорошей, вкусной и достаточно жирной. Теперь все это хорошо опять вместе взбиваем. Так, теперь к этой взбитой массе добавляем сливочное масло. Оно должно быть комнатной температуры, мягкое. Итак, вы смотрите, какая масса воздушная, нежная прям получилась вообще. Так, теперь я сюда добавляю творог. Также творог у нас должен быть достаточно жирный. И он у меня, видите, зернистый. Соответственно, либо, если у вас нету блендера, вот такого, я имею в виду, где мы сейчас будем пробивать, если у вас его нету, то вы тогда этот весь творог через сито вот сюда добавляете. Обязательно через сито, его нужно весь будет, как это сказать, проситить, вот. И, соответственно, потом тогда можно это будет просто перемешать, и масса это будет готова. Но я это все буду делать в блендере, потому что это очень долго через сито. Так, еще сюда добавляю, и потом в блендер отправлю. Смотрите, какая крутая масса получилась, вообще просто нежнейшая. Так, теперь берем сотейник, достаточно большой, чтобы туда все у нас поместилось, и перекладываем массу. Сейчас мы будем ее немножко уваривать. Итак, как я и сказала, поставили на огонь, где-то средний огонь, не очень сильный, и постоянно помешивая, мы теперь эту массу нашу увариваем. Когда она станет жидкой, то мы снимаем с огня и опять будем пробивать еще раз в блендере, чтобы уже точно никаких комочков не осталось. Она уже вот прям начинает расплавляться, и я чувствую, что она прям жидкой становится. Итак, масса стала вот такой уже жидкой. Все, я пока что выключаю. Ну, можно на тихую сделать, чтобы не выключать совсем плиту. И теперь мы это обратно отправляем в блендер. Блендер я даже не мыла, потому что смысла нету. Так. Все-таки комочки как бы еще есть, поэтому все-таки надо пробить. Смотрите, какая идеальная, просто как гладь получилась масса. Просто божественная. Так, теперь перекладываем опять все в сотейник, уже можно перелить просто. И теперь уже будем прям уваривать до небольшого закипания. Итак, масса начала закипать, видите, начали появляться пузырики. Я постоянно ее помешивала, и теперь все, мы выключаем, потому что уже начинает даже пениться. Теперь берем 2 отдельные мисочки и вливаем туда равное количество массы. Я для этого беру весы, чтобы мне четко измерить. В одну кладем часть шоколад,
высыпаем, вот там будет таять сейчас, пока масса горячая, вот, а другая у нас остается белой. Теперь накрываем их пленочкой и ставим в холодильник обе где-то на 20-30 минут остывать. Итак, я вытащила наши творожные массы из холодильника. Они остыли, но они до сих пор, конечно, такие жиденькие. Вот, но так как мы убираем эту пасочницу с творогом на целые сутки в холодильник, конечно же, он там скрепится. Так, я вот соорудила такую конструкцию. Вы тоже так должны сделать, да? Берем обычную пасочницу, собираем ее, и она должна у нас на что-то опираться, чтобы обязательно вот здесь у нее конец не касался тарелки дна. То есть так как там будет у нас свисать творог, и для этого я взяла вот такую глубокую тарелку, чтобы здесь у нас стекала жидкость. Так, теперь берем марлю в 2 слоя. Так, туда ее протыкаем, хорошо все разравниваем, чтобы у нас получились обязательно, отпечатался рельеф, красивый рисунок. И теперь вливаем туда по очереди. Можно начать с коричневой массы, можно начать с белой массы, это, собственно, не важно. Влили раз и далее. И так по очереди наливаем. И убираем в холодильник на целые сутки. И завтра мы с вами посмотрим, что получилось. Итак, наступил 2-й день. Пасха готова. Посмотрите, какая она получилась красивая. Действительно похожа на мрамор. Такие нежные переливы, у всех получится по-разному, да, как она зальется. Я ее вот так вот уже продекорировала. Сверху поставила такого зайку из теста пряничного. Можете, кстати, посмотреть, как делать пряничное тесто. Оставлю ссылочку. В общем, она очень вкусная получилась. Обязательно приготовьте, все очень удивятся на Пасху. Пишите ваши комментарии, понравился ли вам данный рецепт. Ставьте лайк на это видео, подписывайтесь на наш канал и смотрите наши дальнейшие ролики. Всем пока!